Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Рыболовные снасти и рыболовные мережи. Сегодня вашему вниманию представляем профессиональную рыболовную мережу. Три горловины в данной конструкции находятся. Стоимость данного изделия 16 тысяч рублей. Здесь будет представлено также видео непосредственно этого изделия. Это уже относится мережи к более профессиональным мережам. Выставляются данные конструкции как в стоячей воде, так и на среднем течении. Также она разбирается, может быть двухкрылая или выставляться уже непосредственно как профессиональная мережа с центральным крылом или с центральным отбойником. Также можно выставить непосредственно много этих морд на один центральный, к примеру, отбойник. И данная уже конструкция будет иметь закол. Название закол для вылова рыбы. Вы находитесь на канале Рыболовные снасти и рыболовные мережи. Представляем вашему вниманию морду, если правильно назвать ее морду, или мережа рыболовная, вентиль рыболовный, ятель рыболовный, как вам удобно ее называть. Правильно называется это морда рыболовная. Имеет она сейчас она стоит два крыла высотой 1,5 метра, непосредственно два крыла по 10 метров, или можно ее также разобрать и поставить как профессиональную рыболовную мережу. И они будут уже непосредственно не крылья, а подкрылки на данной конструкции. Точно так же крепление, как на профессиональной мереже, мы видели уже непосредственно на рамку. Здесь она крепится посередине, уже непосредственно на шнур. Непосредственно на сам шнур посередине идет крепление. Сверху и снизу. Данная мережа представляет собой такую конструкцию. Чулок, три прохода. Ячея от данной конструкции 30 миллиметров. Также, как вы видите, что непосредственно идет двор, создаваемый потом будет двор. Здесь идет коридор, проходной коридор. Уже более выше полотно держать необходимо. Стоит более другой поплавок по плавучести. Как задавались вопросы, коридор имеет вот такую длину. Как задавались вопросы, совершенно верно. Коридор здесь добавляется. Коридор подшивается. Чтобы расшить и сделать больше коридор, сюда добавляется большее количество ячей. Трехгорловая мережа. В данной конструкции, как вы видите, первый заход по длине составляет чуть больше расстояния, можно сказать половину расстояния от кольца до кольца. Вторая конструкция, вторая горловина, точно так же, не намного больше половины расстояния от кольца до кольца.
Первая горловина, заходная горловина. Первая горловина раскрывается более большим размером. Раскрывается более большим размером. Вторая горловина раскрывается более меньшим размером. Третья горловина протяжная. Составляет, ну, также можно сказать, расстояние 1,5 кольца. И хороший большой приемник. Дальше идет мотня. Завязка по мотне. Обвяз идет непосредственно мотни. Более толстый шнуром. И затяжка уже идет хорошим шнуром, потому что данный вид конструкции уже выставляется на якоря. И здесь стоит хорошая веревка, которая выдерживает большую нагрузку. Шов на мережах, шов чулка располагает где удобно. Можно снизу, можно сбоку, можно сверху. Это как удобно. Кому как удобно изготавливать и собирать чулок. Были вопросы по поводу одевания на горло, продевания на горло, да. Вот идет по горлу продевание в предпоследний ряд, если делается без обвяза. Обвяз на горле можно сделать, прихватывая сразу, обвязывая, прихватывая 2 ячеи. Не по одной ячее привязывать, а можно подхватывать 2 ячеи и привязывать. Вот здесь непосредственно на горлу, здесь непосредственно по горлу одето в крайний ряд, потому что здесь не резаная ячея идет, идет провязная ячея, и можно продеть спокойно в крайний ряд. Первая горловина, также вот рез на ней присутствует, есть рез, и на ней уже непосредственно продеты растяжки в предпоследний ряд. Данная конструкция мережи используют как на стоячей воде, также используют на небольшом течении. Вот такой следующий вид конструкции рыболовной мережи. Если течение более сильное, то устанавливают более то есть грузовой шнур более сильнее. Здесь стоит грузовой шнур 50 грамм на метр на среднее течение. Применение шнуров 100-150 грамм на метр, 80, разнообразие применения грузовых шнуров. Сейчас просто есть уже технологии эти шнуровые, нет необходимости использовать цепи. Раньше применяли цепи, ставили на подкрылки и крылья цепи. Поплавки тоже не использовали на подкрылки, забивали колья и на колья просто накидывали дель. Через метр забивали колья, метр-полтора,
и дель просто накидывали на колья. Сейчас это все делается на поплавках. Это удобней, это быстрее, это практичней. Все, спасибо за внимание. Всем хорошего дня и отличного настроения.